изучение вопросов физических основ гемодинамики с ряда вопросов, а в частности, мы рассмотрим условия неразрывности струи или потока, изучим, как распределяется скорость кровотока в большом круге кровообращения, посмотрим такие параметры, как внутреннее трение, ну и, соответственно, математические закономерности, которые сопровождают это явление, а, виды течения ламинарное, турбулентное, также число, которое позволяет рассчитать характер течения, и большой вопрос объемный — распределение кровяного давления в большом круге кровообращения, плюс методы измерения кровяного давления. А, при... Ой. Прежде чем мы перейдем к непосредственно вопросам гемодинамики, несколько слов о том, с какими разделами физики связана эта наука. Сама гемодинамика изучает движение, закономерности движения крови по сосудистой системе. В основе гемодинамики лежит такой процесс, точнее такая наука, как гидродинамика. Гидродинамика, в свою очередь, изучает законы движения жидкостей и взаимодействия жидкостей с твердыми телами. То есть гемодинамика тоже изучает и свойства крови, и свойства кровяных сосудов, и закономерности движения крови по сосудистой системе, по замкнутым кругам кровообращения. Прежде чем мы перейдем непосредственно к одной из групп показателей, характеризующих кровообращение, напомню несколько основных понятий, относящихся к жидкости, ну и в частности к крови. Итак, жидкость может изменять свою форму. В отличие от твердых тел, жидкость принимает ту форму, которую имеет форму сосуда, в котором она находится. То есть за счет смещения частиц жидкости происходит изменение внешней формы. Реальная жидкость — это жидкость сжимаемая. То есть реальная жидкость может незначительно, но тем не менее изменять свой объем, хотя и в незначительных пределах. По сравнению с газом, например, реальная жидкость сжимаема до нескольких процентов относительно изначального объема. Реальная жидкость обладает вязкостью, то есть движущаяся жидкость всегда испытывает трение, так называемое внутреннее трение, то есть сопротивление со стороны других неподвижных структур, например, стенок трубы или стенок сосуда. Основные закономерности в гидродинамике сформулированы именно для идеальных жидкостей, то есть жидкости, которые не сжимаются, и жидкости, у которых внутреннее трение или вязкость равны нулю. По своим параметрам, к понятию идеальной жидкости, близки такие жидкости, как эфир, ацетон, спирт и с большим допущением вода. Повторяю, если гидродинамика занимается закономерностями движения, ну, в основном воды, причем воды как идеальной жидкости, то гемодинамика изучает основные закономерности движения крови по сосудистой системе. В гемодинамике выделяют две группы показателей. Это показатели скорости, скоростные характеристики и характеристики, определяющие, влияющие, изменяющие давление, кровяное давление. Переходим к первой группе показателей, скоростные параметры, и рассматриваем с вами основной закон, который
даже не закон, а просто закономерность, которая, разумеется, изначально была сформулирована для идеальной жидкости. Итак, согласно условию неразрывности струи или условию неразрывности потока, за равные промежутки времени через любые сечения трубы протекает равный объем жидкости. Вот обратите внимание, в гемодинамике появляется дополнительная характеристика, так называемая объемная скорость. В отличие от скорости линейной, то есть привычной нам скорости движения, которая рассчитывается как путь на время, объемная скорость жидкости соответствует произведению линейной скорости на сечение трубы. То есть объемная скорость это объем жидкости, протекающий в единицу времени через заданное сечение. Так вот, для сохранения сплошности потока, то есть неразрывности потока, неразрывности струи, необходимо, чтобы объемная скорость жидкости сохранялась постоянной на любом участке движения жидкости. Посмотрите на рисунке в первом блоке этого примера указано сечение S1. Представьте себе, жидкость, движущаяся со скоростью V1 через заданное сечение, разумеется, занимает некоторый объем. И этот же объем для сохранения неразрывности струи нужно переместить через место сужения, то есть через трубу с сечением S2. Ну, разумеется, для того, чтобы тот же самый объем прошел жидкости через это сужение, необходимо увеличить скорость. И получается, что во сколько раз уменьшится поперечная площадь сечения или диаметр в конечном счете, во столько раз возрастет скорость движения жидкости. Ситуация следующая. Когда жидкость из сечения S2 будет перемещаться в сечение S3. В этом случае жидкость для того, чтобы занять весь предоставленный ей объем, то есть для того, чтобы занять всю площадь трубы, должна замедлиться. Иначе могут образоваться полости в месте движения жидкости. То есть если жидкость будет двигаться с той же скоростью, то часть трубы останется незаполненной. А вот для того, чтобы, повторяю, сохранялось условие неразрывности струи, необходимо замедление скорости движения жидкости, причем во сколько раз увеличится поперечная площадь сечения трубы. Значит, само условие неразрывности потока, повторяю, состоит в том, что в равные промежутки времени через любое сечение трубы протекает равный объем жидкости. То есть условие выполняется для сплошности, для сохранения сплошности течения, то есть течения без образования полости. Математически условия неразрывности струи выглядит, посмотрите, как Q равняется произведению площади поперечного сечения на линейный объем и равняется константе. То есть вот они, приравненные произведения площади на скорость для первого участка, площади на скорость во втором участке и поперечной площади сечения на скорость в третьем участке. То есть только в этом случае, когда все эти произведения будут равны, жидкость сможет двигаться сплошным потоком. Напомню, что это необходимое условие для нормального кровообращения. То есть условие неразрывности должно выполняться и в гемодинамике, безусловно. На первый взгляд,
условия неразрывности потока в гемодинамике выполняется с точностью да наоборот. Ну, мы помним, да, что в самых тонких сосудах, капиллярах, кровь движется с наименьшей скоростью. Но говоря о выполнении условий неразрывности струи в гемодинамике, разумеется, следует иметь в виду, что сердечно-сосудистая система, ну, в частности, будем рассматривать, например, большой круг кровообращения, это замкнутая, разветвленная сосудистая трубка. То есть вся кровь, которая выталкивается из левого желудочка и попадает в аорту в большом круге кровообращения, эта же кровь далее растекается по артериям, далее артериолам, заполняет капиллярную сеть, потом из капилляров сливается в венулы, затем в вены. То есть один и тот же объем циркулирует по замкнутой системе кровообращения, и при этом необходимым условием для нормальной работы, для нормальной жизнедеятельности является неразрывность или сплошность движения крови, ну, во избежание образования газовых пузырьков, там, разного рода эмболий. Поэтому, когда мы делаем расчеты для выполнения условий неразрывности струи в гемодинамике, мы рассматриваем не отдельно взятые сосуды, а суммарную площадь сечения. Сечение на соответствующем удалении, скажем, от сердца. Я сейчас перелистну, и потом мы вернемся к предыдущему уравнению. Вот посмотрите, перед вами очень схематично изображена замкнутая сердечно-сосудистая система, то есть аорта, артерия, артериолы, капилляры, венулы и вены. Правда, 2 должно быть. Так вот, возвращаясь к нашему уравнению. Условия неразрывности потока для, допустим, сети капилляров должно выглядеть следующим образом. Суммарная площадь поперечного сечения всех капилляров во столько раз превышает поперечную площадь сечения аорты, во сколько раз скорость в аорте превышает скорость кровотока в капилляре. Это соотношение приблизительно равняется 700-800 безразмерных единиц. То есть площадь всех капилляров примерно 800 раз превышает площадь сечения одной аорты. И, соответственно, скорость кровотока в аорте больше скорости кровотока в капилляре, тоже в 800 раз. Соотношение приблизительное, поскольку в условиях неразрывности для гемодинамики не внесены, разумеется, условия эластичности трубок. То есть считаем, что трубки абсолютно жесткие, неэластичные. И поэтому к реальной кровеносной системе человека условие неразрывности струи применимо приближенно. Оно выполняется на более коротких участках сосудистой системы, но в целом оно выполняется приблизительно. Вот перед вами схематичное изменение двух параметров, которые отмечены в условии неразрывности струи для гемодинамики. Вот два графика. Верхний график – это график распределения площади поперечного сечения. То есть вот она, суммарная площадь сечения всех сосудов. Вот она, аорта, почти
около нуля. Разветвляющиеся артерии очень быстрое ветвление в области артериол, относительное изменение количества сосудов на участке капилляров, точнее превращение площади, а затем происходит слияние сосудов в венулы, то есть общая площадь уменьшается, и полые вены. Вот эта линия, она вообще говоря, должна была проходить чуть-чуть повыше, потому что площадь полых вен, она, разумеется, больше, чем площадь одной аорты. В связи с изменением площади поперечного сечения различных участков сосудистого русла меняется и скорость движения. Обратите внимание на нижний график. На нижнем графике первая точка, на которую я сейчас показываю, это скорость кровотока в аорте. Даже в состоянии физиологического покоя эта скорость может составлять 50 и вплоть до 1 метра в секунду. То есть эритроциты в аорте, даже когда мы находимся в отсутствии физической нагрузки, движутся со скоростью от полуметра до метра в секунду. Это максимальная скорость движения крови в сердечно-сосудистой системе. Далее, по мере продвижения по аорте, крупным магистральным сосудам, посмотрите, скорость падает. Значительное замедление скорости кровотока наблюдается при переходе границы артерии-артериолы. Максимальный угол падения именно при переходе из артерий в артериолы. На верхнюю картинку тоже можете посмотреть. Именно на этой границе наблюдается резкий рост числа артериол. То есть происходит самое заметное ветвление, то есть самое резкое увеличение количества сосудов в большом круге кровообращения. Число артериол – это достаточно длинные, но уже тонкие сосуды, прирастает очень быстро. Скорость кровотока падает, посмотрите, практически до нуля. Это падение продолжается и в капиллярной сети, причем минимальная скорость кровотока, помните, с какой скоростью вытекает, допустим, кровь, когда берут на анализ из пальца. То есть это доли миллиметров в секунду или несколько миллиметров в секунду. Затем, после прохождения капиллярной сети, скорость кровотока начинает увеличиваться. Это увеличение обусловлено уменьшением площади поперечного сечения. То есть весь объем жидкости, который вышел из левого желудочка и прошел через аорту, затем растекся на артерии, артериолы и так далее, этот же объем жидкости, пройдя самую широкую капиллярную сеть, стекается, сливается в венулы, и для, условно говоря, меньшей деформации необходимо, конечно же, ускорение скорости увеличение скорости движения крови для дальнейшего перемещения при выполнении условий неразрывности потока. Обратите внимание далее, в полых венах скорость кровотока возрастает относительно скорости движения, в капиллярной сети, в венулах, но она, тем не менее, эта скорость меньше, чем скорость кровотока в аорте. Вот изменение, которое обусловлено тем, что кровь не является идеальной жидкостью. То есть кровь структурированная жидкость, и поэтому сила трения
да, и сопротивление, которое преодолевает движущаяся кровь по сосудистой системе, приводит к тому, что часть кинетической энергии, которой обладала кровь на выходе из аорты, теряется. И поэтому скорость кровотока в аорте не превышает, разумеется, полуметра в секунду. Прошу вас запомнить причины резкого падения скорости кровотока в области артерии, артериолы. Вот в этом абзаце указаны обе причины, по которым происходит резкий сброс скорости. Это рост, это значительный рост суммарной площади сечения, то есть резко увеличивается площадь, предоставленная для заполнения кровью. И второе условие – это увеличение пристеночного трения. То есть все больше и большему количеству жидкости приходится взаимодействовать с неподвижными стенками сосудов. На это затрачивается, естественно, все та же кинетическая энергия, и за счет этого тоже происходит сброс скорости. Вот таким образом выполняется условие неразрывности струи в гемодинамике или условие неразрывности потока. Не забываем, что речь идет о крови все-таки как о жидкости реальной. Вот перед вами то самое явление, которое определяет во многом свойства крови. Это внутреннее трение или вязкость. Ну, мы пока рассматриваем понятие безотносительно гемодинамики. В гидродинамике вязкость жидкости определяется силами притяжения между молекулами жидкости или сцеплением молекул. Ну, иногда говорят и о сцеплении между молекул между собой и между молекулами и неподвижными стенками сосудов, или трубы, точнее говоря. Вот. Вязкость или внутреннее трение – это такая способность жидкости оказывать сопротивление смещению частиц. Вязкость всегда затрудняет течение жидкости и, разумеется, всегда уменьшает скорость движения. Явление, о котором мы с вами говорим, вот это вот уменьшение скорости движения жидкости вследствие вязкости, изучал Ньютон. Модель, которая используется в изучении явления вязкости, это труба. Ну, вот стенки трубы, то, что вы видите по краям. Внутри трубы находится движущаяся жидкость. Красными стрелками отмечены скорости движения жидкости. Значит, максимальная скорость движения жидкости наблюдается по оси трубы или в центре. Минимальная скорость движения жидкости вблизи неподвижных стенок. То есть, если мы мысленно поделим весь предоставленный объем или площадь поперечного сечения трубы на множество слоев, то вот самый первый слой толщину, скажем, в одну молекулу, он будет просто прилипать к стенке неподвижной, и его скорость будет равна нулю или почти нулю. Далее, следующий слой, который увлекается движущейся жидкостью, имеет скорость, то есть тормозится первым слоем и ускоряется последующим слоем. И в итоге получается, что движущаяся в замкнутой трубе жидкость распределяет свою скорость движения согласно параболе. Вот закономерность, которую определил Ньютон,
как раз связывает силу трения, которая возникает между движущимися слоями жидкости с разными скоростями. Эта сила трения зависит прежде всего от вязкости жидкости. Вот этой буквой, она читается это, определяется вязкость жидкости. Величина, которая зависит от молекулярных свойств жидкости и от состояния жидкости. Далее, второй множитель, который поставил Ньютон в уравнение, характеризующее силу трения, это так называемый градиент скорости dv по dx. Можно называть эту величину сдвиг скоростей. Вот. Ну, градиент скорости – это самое точное определение того, что мы можем наблюдать при движении разных слоев жидкости с разными скоростями. То есть чем больше отличается скорость движения одного слоя относительно другого, да, и чем, скажем, ближе размещены друг к другу эти слои, тем больше будет сила трения. Большую силу трения будут испытывать частицы, которые движутся с разными скоростями. То есть будет происходить и сцепление, и расцепление между этими молекулами, движущимися в соседних соприкасающихся слоях. Ну и, наконец, S – это площадь соприкосновения. То есть в данном случае S – это не площадь поперечного сечения трубы, а площадь соприкосновения. То есть чем большее количество молекул взаимодействует друг с другом, да, и при этом, двигаясь с разными скоростями, испытывает вот эту вот силу трения, тем больше будет в итоге суммарная сила трения. Дальше. Коэффициент вязкости, я уже сказала, читается как это, греческая буква, а определяется как величина, равная силе трения, действующей на 1 квадратный метр площади соприкосновения движущихся слоев при градиенте скорости, равном единице. То есть если два слоя движущейся жидкости взаимодействуют на площади 1 квадратный метр, и сдвиг скоростей составляет 1 метр в секунду между этими слоями, то эта величина и будет характеризовать, то эта сила трения и будет характеризовать вязкость данной жидкости. Ну, традиционно вязкость измеряется, не традиционно, точнее, в системе Си измеряется в паскалях на секунду, но до сих пор у медиков можно иногда встретить такие единицы измерения вязкости, как пуазы по старинке. Ну и, наконец, самое главное, для любых жидкостей коэффициент вязкости или вязкость зависит, запишите и запомните, прежде всего от молекулярных свойств жидкости, то есть от этих самых сил сцепления, сил межмолекулярного взаимодействия. И, во-вторых, от состояния жидкости. Ну, на состояние жидкости в основном оказывает влияние температура. Вспомните, как могут вести себя одни и те же вещества, допустим, масла, при изменении температуры. При температуре близкой нулю это практически твердое тело. При нагревании менее вязкое. И при значительных нагревах это уже весьма и весьма текучая жидкость. Следующая особенность, касающаяся вязкости
жидкости– это деление жидкостей на ньютоновские и не ньютоновские. Значит, жидкости, у которых вязкость зависит только от температуры и только от рода жидкостей, называются ньютоновские. К таким жидкостям относятся однородные жидкости. К ньютоновским жидкостям, повторяю, относятся однородные или простые жидкости. Вода, этиловый спирт, ацетон, эфир. Ньютоновские жидкости, они почему ньютоновские? Потому что подчиняются закону Ньютона или уравнению Ньютона. Жидкости, у которых вязкость зависит еще и от скорости движения, или точнее от режима движения, относят к неньютоновским жидкостям. Это жидкости, которые состоят из сложных и крупных молекул, например, белки, клетки, растворы полимеров. К неньютоновским же жидкостям относят и кровь. Кровь, потому что это сложносоставная жидкость, которая содержит эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. Ну, в основном свойства крови как неньютоновской жидкости определяются свойствами эритроцитов. Не тромбоцитов и лейкоцитов, белков, а именно эритроцитов. Так вот, значит, неньютоновские жидкости, в отличие от ньютоновских, могут изменять свой параметр вязкость в зависимости от скорости движения. Направление изменения вязкости, в общем, оно такое однозначное. При увеличении скорости движения жидкости вязкость таких жидкостей уменьшается. Объясняется это прежде всего изменением структуры вещества. Вот у вас в качестве примера написано, что к неньютоновским жидкостям относят высокомолекулярные соединения, вот те же растворы полимеров. Так вот, если жидкость, содержащую длинноцепочечные молекулы, заставить двигаться с очень большой скоростью, эти самые длинные цепочки просто начнут рваться, то есть уменьшаться в длине, и таким образом вязкость будет падать. Ну, другое дело, что когда произойдет замедление, эти полимеры вряд ли структурируются в обратном направлении, но тем не менее. А вот с кровью такое возможно. Посмотрите на следующем слайде. Почему кровь является неньютоновской жидкостью, я уже сказала. А вот как изменяется вязкость крови при изменении скорости кровотока, мы сейчас рассмотрим. Значит, кровь, двигаясь по магистральным сосудам, движется достаточно быстро. Эритроциты практически не взаимодействуют друг с другом. Плотнее эритроциты размещены вблизи к оси, центральной оси сосуда, менее плотно вблизи стенок. А вот что происходит, когда кровь движется по узким местам сердечно-сосудистой системы. То есть эритроциты, ну, перед вами, разумеется, такая модель уже патологии крови, когда практически все эритроциты вступили в какое-то объединение с соседними, образовывая вот такие монетные столбики. Это, может быть, не самый типичный пример, не самый наглядный, но тем не менее. Эритроциты, двигаясь с меньшими скоростями, успевают, так скажем, провзаимодействовать с другими эритроцитами и даже
Два эритроцита, двигаясь совместно, уже создают больше, испытывают большее сопротивление со стороны а, окружающей среды. То есть самые узкие участки сердечно-сосудистой системы – это капилляры. Вот именно там происходит подобного рода конгломерация. То есть эритроциты, перемещаясь через узкие участки, объединяются, слипаются, можно и так сказать, и тем самым увеличивается вязкость этой жидкости. То есть чем длиннее цепочки из эритроцитов, тем выше будет вязкость такой жидкости. Затем, когда кровь из капилляров перемещается в венулы, и скорость кровотока возрастает, да, по причине выполнения условий неразрывности потока, то длинные цепочки, которые составили эритроциты, они ломаются, распадаются. То есть вязкость крови получается максимально в области капилляра. Вязкость крови в венулах уже ниже, то есть меньше, чем в капиллярной сети. Так, ну, давайте сделаем небольшой перерыв, и после перерыва характер течения и следующий параметр – кровяное давление. Следующий вопрос, который мы рассматриваем, это ламинарное и турбулентное течение и, соответственно, количественный критерий, который позволяет определить характер течения жидкости. Это так называемое число Рейнольдса. Итак, выделяют два характера течения – ламинарное и турбулентное. Ламинарное течение – это течение не всех частиц с одинаковой скоростью. Это течение послойное. То есть, посмотрите, вот на схеме указано, что скорость движения слоев жидкости внутри трубы или по какой-то неподвижной плоскости, скорость может быть разная. Но внутри слоя скорость движения частиц не меняется. То есть они движутся с одинаковой скоростью. Направление движения, то есть вот эти вот стрелки, они тоже не обязательно должны быть прямыми. Допустимы изгибы, незначительные, конечно, не резкие повороты, но тем не менее. То есть когда сохраняется параллельность движения вот этих вот стрелочек. То есть ламинарное или послойное течение – это течение, которое обеспечивается одинаковым давлением по сечению трубы. Турбулентное течение – это течение вихревое, или течение, в котором не сохраняется ни скорость движения и ни направление движения. То есть каждая частица жидкости, она ведет себя сложным образом. То есть мало того, что она может перемещаться из слоя в слой, вследствие того, что меняется, допускается изменение направления движения, у этих слоев, разумеется, могут быть и разные скорости движения. Нас ламинарное турбулентное течение интересует просто поскольку считается, что в норме характер течения крови должен быть ламинарным. Ламинарность – это одно из условий движения кровотока по сосудистой системе для, соответственно, минимизации нагрузки на сердце. То есть сердце, работая как насос, перекачивает один и тот же объем крови, и энергия, которая будет затрачиваться на
Перемещение при условии ламинарности течения — это будет одна величина, а если кровь при этом будет вести себя турбулентно, то есть двигаться вихревыми потоками, то, естественно, энергии, которая будет затрачена со стороны сердца, должно быть в разы больше. Для того, чтобы количественно характеризовать характер течения, используют число Рейнольдса. Перед вами расчетная формула числа Рейнольдса, обозначается буквой Ре, зависит от плотности жидкости ρ, зависит от V линейной скорости течения жидкости, ну или крови в итоге, будем говорить, от диаметра трубы или от величины просвета и, естественно, зависит от вязкости жидкости. Каждая жидкость имеет свое критическое число Рейнольдса. В случае, когда, ну, например, критическое число Рейнольдса для крови составляет 1000, а критическое число Рейнольдса для воды составляет 2500. Если, ну, соответственно, рассчитана уже формула для числа Рейнольдса для данных условий, для данного участка трубы, для данной крови, и указанное, полученное, точнее, число, извините, если указанное число превысит число критическое, тогда движение на этом участке трубы считается будет турбулентным. Если полученное число Рейнольдса будет меньше, чем критическое, то считается, что в этом случае течение должно быть ламинарным. То есть заранее можно смоделировать параметры сосудистой системы для того, чтобы можно было подобрать соответствующие ну, материалы, соответствующие параметры, в смысле диаметр, допустим, сосуда, заменяемого на какой-то там искусственный участок и так далее. Причинами перехода ламинарного течения крови в турбулентное служат множество различных факторов и поводов. Прежде всего, это увеличение скорости кровотока. То есть при, допустим, волнении, стрессе, при значительных физических нагрузках увеличивается скорость кровотока, следовательно, увеличивается энергия, которую затрачивает организм на перемещение этого объема крови по сосудистой системе. То есть кровь, двигаясь турбулентно, я уже говорила, требует больших затрат энергии со стороны сердечной деятельности. Вторая причина – снижение вязкости крови. Наблюдается при анемии. То есть уменьшается, например, количество эритроцитов, снижается вязкость, и тогда более вероятен переход ламинарного течения в турбулентное. Или, например, при повышении температуры тела. То есть кровь движется с большей скоростью, вязкость уменьшается, и ну, возможны переходы, более вероятно, точнее, переходы из ламинарного течения в турбулентное. В итоге, опять же, может увеличиться нагрузка на сердечную деятельность. Третья причина – увеличение плотности крови. Ну, это может быть обусловлено все тем же повышением температуры, то есть просто когда-напросто выпаривается влага
из организма, и кровь теряет влагу в том числе. Ну и в целом состав крови, соотношение форменных элементов и плазмы крови тоже оказывает влияние на возможность перехода течения крови в турбулентное. Ну и одной из самых типичных причин перехода это изменение диаметра сосуда. Значит, вот перед вами две картинки. На первой картинке причиной уменьшения диаметра сосуда, просвета сосуда является, ну, например, холестериновые бляшки, то есть когда сосуд зарастает изнутри. И, соответственно, при прохождении вот этого узкого участка кровь далее движется с большей вероятностью турбулентным потоком. То есть образуется завихрение после прохождения места сужения. И вторая причина это спазм сосуда. То есть резкое сужение просвета сосуда за счет внешних факторов. Здесь тоже обратите внимание, кровь, пройдя место сужения, затем замедляет движение эритроциты и перемещаются в других направлениях относительно прежнего. То есть вот он переход в турбулентное течение, вот оно увеличение энергии для перемещения этой жидкости с той же скоростью, да, для сохранения неразрывности потока, и в итоге вырастающая энергия, которую затрачивает сердце, перемещая один и тот же объем жидкости. То есть причин для перехода из нормального ламинарного характера движения жидкости в турбулентное предостаточно. Ну и сейчас мы переходим ко второму блоку параметров, характеризующих гемодинамику. Это давление. Кровяное давление, в частности, можно описать с помощью уравнения Гогина-Пуазейли. Это уравнение, которое содержит Q, это объемная скорость жидкости или объемная скорость кровотока. Это следующий, посмотрите, параметр очень важный, это разность давлений. То есть это та самая причина, по которой, собственно говоря, и происходит перемещение крови в организме, вообще движение жидкости обусловлено этой разностью давлений. P1 – это давление, которое задает сердце, то есть работа сердца определяет это давление, а P2 – это то давление, которое можно измерить в любой другой точке сердечно-сосудистой системы. Множитель, который стоит, большой множитель, который стоит перед скобками, содержит и, так скажем, характеристики, указывающие на свойства крови и на параметры движения. Вот к параметрам движения относится радиус трубы или радиус сосудов, а к характеристике и L. L – это длина трубы или длина сосуда. А в знаменателе еще стоит вязкость, коэффициент вязкости. То есть это то, что относится к характеристикам самой движущейся жидкости. То есть, зная вот эти параметры, и выразив из этого уравнения P2, можно это самое давление, повторяю, в любой точке сердечно-сосудистой системы рассчитывать, или моделировать, в зависимости от того, какие цели ставятся перед тем или иным исследователем. Множитель, который стоит перед скобкой, перед этой самой причиной движения жидкости по замкнутой системе,
Это так называемое гидравлическое сопротивление. Ну, вообще говоря, величина обратная этому множителю. Гидравлическое сопротивление можно запомнить по аналогии с сопротивлением электрическим, если вы помните. Гидравлическое сопротивление определяется, ну, опять же, вязкостью движущейся жидкости, длиной участка трубы или сосуда. Ну, π это число π, константа, и в знаменателе вот эта сильная зависимость, радиус трубы или радиус сосуда в четвертой степени. То есть максимальная зависимость гидравлического сопротивления – это зависимость от просвета трубы или просвета сосуда. То есть уменьшение, например, радиуса в 2 раза приведет к тому, что гидравлическое сопротивление возрастет в 16 раз. То есть 2 в четвертой степени. Поэтому множество лекарственных средств, например, при гипертонии, при гипертонической болезни направлены на снятие или уменьшение спазма артериол. Перед вами график распределения кровяного давления в большом круге кровообращения. А прежде чем начнем анализировать график, обратите внимание вот на эту точку. То есть точка 0 на графике – это не абсолютный вакуум, это всего лишь атмосферное давление. То есть на сегодняшний день, например, атмосферное давление у нас составляет 710 мм ртутного столба, следовательно, это и есть наша точка отсчета. То есть то давление, кровяное давление, которое мы измерим, это на самом деле давление, которое превышает в настоящий момент давление атмосферы. 120 мм ртутного столба означает, что давление во время систолы у нас на 120 мм ртутного столба выше атмосферного давления. Например. Итак, в норме, да, известная норма 120 на 80, так называемое верхнее и нижнее давление, систолическое, диастолическое, на графике отмечено в виде сеточки. То есть вот эти колебания давления, они, разумеется, заметны на участке артерии, артериол. То есть вплоть до капиллярной сети вот эти вот колебательные движения или пульс прослушивается. Отчетливо, так скажем, наблюдается разница давления между систолой и диастолой. Ну, давайте двигаться последовательно. Итак, значит, во время систолы выталкивается из левого желудочка соответствующий объем крови под давлением, ну, если это нормальное здоровье, под давлением 120 мм ртутного столба. Совершая колебательные движения, наблюдаем, посмотрите на пунктирную линию, наблюдаем за падением, постепенным падением давления. В области артерий падение давления усиливается, поскольку мы удаляемся от сердца. И опять же, максимальное падение давления наблюдается там, где происходит вот это самое максимальное ветвление. То есть переход артерии-артериолы, ну и само движение крови через артериолы, это тоже
достаточная нагрузка на сердце, большое сопротивление со стороны неподвижных стенок сосудов и, соответственно, значительное падение давления. То есть пока, посмотрите, давление ведет себя примерно так же, как скорость, да, от аорты до капилляров происходит вот это вот направленное уменьшение этого параметра. И причины все те же. То есть чем дальше от левого желудочка, тем ниже давление, резкое падение на артериолах, потому что это длинные тонкие сосуды, потому что а, увеличивается резко объем, который заполняет кровь, и сердцу приходится проталкивать все тот же объем жидкости через вот эти вот ветвящиеся сосуды. Сосуды, я имею в виду артериолы, небольшого диаметра, но достаточно длинные. Здесь уже начинается обмен между движущейся кровью и тканями активными. Падение давления продолжается и на участке капилляра. То есть при условии минимальной скорости кровотока здесь происходит самый активный обмен между кровью и стенками капилляров. А вот дальше происходит, в отличие от графика скорости, другое направление изменения графика давления. Давление в венулах и венах продолжает падать. Вот мы движемся дальше от сердца, и чем дальше от сердца, в смысле, чем дальше от левого желудочка, ближе к правому предсердию, тем ниже давление. То есть кинетическая энергия растрачивается по мере перемещения крови, по мере замыкания большого круга кровообращения. И, наконец, посмотрите, дойдя до полых вен, вот в этой точке, давление становится так называемым отрицательным. Отрицательное давление в нашем случае, ну, помните, что 0 – это атмосферное давление. То есть отрицательное давление – это давление, которое, ну, вот этот 0 означает, что давление становится равным атмосферному, а ниже, все, что ниже, это отрицательное давление. То есть давление в полых венах еще меньше, чем давление атмосферное. Но большой круг кровообращения, тем не менее, замыкается, и это замыкание обусловлено присасывающим движением грудной клетки. То есть наши дыхательные движения позволяют замыкать круг и доставлять кровь из полых вен в правое предсердие. Следующий вопрос. Ну, это просто для общего развития. То есть как можно точно посчитать в соответствии с возрастом систолическое и диастолическое давление. Если хотите, запишите себе. А так, конечно, ориентироваться на значение 120/80 это не совсем правильно, не совсем корректно для людей разных возрастов. Следующий слайд, который мы рассматриваем, это факторы, определяющие или влияющие на артериальное давление. Эти факторы, посмотрите, сгруппированы в 3 блока. Первый блок это факторы, которые определяют давление, задаваемое работой сердца. То есть те самые факторы, которые и
являются причиной движения крови по сосудистой системе. То есть сердце, работая как насос, нагнетает давление, изначально под действием которого и происходит перемещение крови. Вторая группа, или второй блок, точнее, факторов отвечают за исключительную эластичность стенок сосудов, то есть состояние сосудов на данный момент. И третий блок – это сопротивление, которое испытывает движущаяся кровь по сосудистой системе. Ну, возвращаясь к давлению, к первому блоку. То есть факторы, которые влияют на работу сердца. Вне зависимости от возраста. Это мышечная нагрузка, это наличие или отсутствие эмоциональных напряжений. Ну и, разумеется, это могут быть функциональные изменения в работе, в сердечной деятельности вообще. То есть насколько хорошо справляется сердце с поставленной задачей, это все зависит от... Это все включено, так скажем, в первый блок факторов, определяющих артериальное давление. Далее. Эластичность сосудов оказывает значительное влияние на давление, на то давление, которое мы можем определить там, у какого-то пациента в конкретный момент времени. Значит, ну, прежде всего, состояние стенок сосудов определяются наличием или отсутствием вот этих склеротических изменений. Чем больше атеросклеротический показатель, тем меньше эластичность сосудов. Ну, возраст – это просто уже как одна из причин для уменьшения эластичности стенок сосудов, то есть состояние этого параметра с возрастом оно уже практически однозначное. То есть становятся более жесткими стенки сосудов, тем самым тем самым изменяя параметры кровяного давления, поскольку через жесткие системы сердцу приходится с большей нагрузкой, работы с большей нагрузкой перемещать одинаковый объем крови по кругам кровообращения. Ну и, наконец, общее сопротивление, которое испытывает движущаяся кровь по сосудам, это и радиус, прошу прощения, я на лекции не могу говорить. Прежде всего, общее сопротивление, да, гидравлическое, точнее, сопротивление определяется радиусом сосудистого русла. Ну, чем меньше радиус, тем больше сопротивление длиной сосудов, то есть общим путем, который проделывает кровь по этому там, тонкому или суженному сосуду. И, разумеется, вязкость самой крови, то есть состав крови, изменяя который мы тоже можем в итоге изменить артериальное давление, тоже складывается в одну из причин изменения факторов, определяющих артериальное давление. То есть любой из этих пунктов, изменение любого из этих пунктов приводит к тому, что меняется артериальное давление. Меняется, может быть, в большей степени систолическое, в меньшей диастолическое. У кого-то может быть наоборот. То есть в общем и целом масса внешних воздействий, внутренних приводит к тому, что артериальное давление колеблется. Ну, и вообще в наше время измерение кровяного давления используется в диагностике чуть ли не всех заболеваний.
Кровяное давление может быть измерено двумя способами. Это так называемый прямой метод и косвенный. Прямой метод измерения кровяного давления это единственный метод измерения давления, при котором в сосуд там, или в полость сердца вводится игла, соединенная с манометром, ну, то есть с прибором для измерения давления. Это очень точный метод измерения кровяного давления. Ну, разумеется, для того, чтобы напрямую измерить давление, так как измеряется давление, допустим, в автомобильных там, шинах, нужно нарушить целостность сосуда. Эти способы используются, когда измеряется давление, допустим, в научных целях или когда происходит ну, какое-то серьезное вмешательство на сердце. И тогда давление в полости, той или иной полости сердечной измеряется именно напрямую. Наиболее частый и самый распространенный способ измерения кровяного давления – это косвенный. В основном он построен на клиническом методе Короткова. Коротков – это хирург, который предложил звуки, которые он выслушивал перед тем, как принять решение об ампутации конечности. Он был военным хирургом. Вот эти звуки он систематизировал и в итоге предложил их считать за ну, некоторые сигналы за систолу, некоторые сигналы за диастолу. Ну вот, если коротко, то суть состоит в выслушивании звуков и шумов, которые возникают при прохождении крови через сжатую манжетой плечевую артерию. То есть манжета накладывается на руку между плечом и локтем, накачивают воздух в манжету до тех пор, пока давление манжете не станет там примерно на 20 мм ртутного столба выше. При этом перестает прощупываться или прослушиваться пульс на артерии ниже, ну, то есть полностью артерия пережата. Затем постепенно снижают давление, то есть выпускают воздух из манжеты и регистрируют появляющиеся звуки. И вот эти звуки, повторяю, соотносят либо к систолическому давлению, либо к диастолическому давлению. То есть когда давление в манжете больше, чем давление в артерии, плечевой артерии, ток крови прекращается. Видите, сосуд полностью пережат. Мы фонендоскопом ничего не прослушиваем. Ну или сейчас полуавтоматические автоматические приборы для измерения давления ничего не фиксируют. Это вот состояние полностью пережатой артерии. Когда начинаем выпускать воздух, то есть понемногу стравливаем, то посмотрите, что происходит. В момент систолы сосуд открывается. В момент диастолы он опять захлапывается. Ну, то есть слипается, можно и так сказать. Вот. И поэтому кровь, которая поступает порциями, то есть поступает толчками только в моменты максимального давления, и соотносится Коротковым с систолическим давлением. То есть те стуки, да, или тоны, которые мы слышим в самом начале, когда выпускается давление, это звуки, соотнесенные с давлением во время систолы. То есть во время большего давления сосуд приоткрывается, пропускает определенную порцию крови. Значит, повторяю еще раз, это систола. При дальнейшем постепенном снижении давления в манжете тоны дополняются шумами, которым сопровождается турбулентное течение крови через частично пережатый участок артерии. Продолжая уменьшать давление, то есть выпуская воздух из манжеты, далее регистрирует момент прекращения тонов. И этому моменту прекращения
соответствует давление диастолическое. Вот так тоже продолжил считать Коротков. То есть последний тон это диастола. Первый стук, согласно Коробкову, это систолическое давление, а последний стук, за которым исчезает вот эта вот пульсация, исчезают стуки, это давление во время диастолы. То есть показания манометра в данном случае показывают, что восстановилось ламинарное течение. Ну, стандартно прибор для измерения давления состоит из трех основных частей. Это манжета давления воздуха, в которой считается приблизительно равным давлению в артерии. Вот почему метод называется косвенным? Потому что на самом деле, ну, смотрите и вспомните, манометр, то есть прибор для измерения давления, он соединен с манжетой. То есть измеряется давление в манжете, не в сосуде. Ну, повторяю, поскольку считается, что давление в манжете приближенно равно давлению в артерии, вот далее остается только сопоставлять звуки, которые эта артерия воспроизводит, да, в зависимости от состояния. Полностью перекрыто, частично перекрыто и полностью восстановлено. Ну, прибор для измерения давления содержит грушу или какой-то нагнетатель воздуха, автоматический, полуавтоматический, манометр, либо в старых аппаратах ручных это просто прибор, ну, типичный манометр круглый со стрелочкой, либо в современных это шкала, которая показывает не только давление, но и пульс, например. Ну и фонендоскоп или устройство, которое прослушивает звуки или фиксирует звуки, которые появляются ниже наложения манжеты. То есть по факту того, что происходит с манжетой, и появляются те или иные звуки, которые мы, ну или приборы уже сейчас автоматически соотносят либо к систолическому давлению, либо к диастолическому. И я на этом заканчиваю лекцию.